Я сижу, работаю здесь за компьютером. Ребенок опять прибежал и опять повесился на маму. У него сегодня какой-то день. У него просто очень эмоциональный день сегодня. У него был контроль, потом еще контрольный тест. И он уже хочет, чтобы его отпустили. Вырваться на Всё, свободу. хочу поиграть. Он хочет поиграть. Я поработаю. А котик хочет поесть. А я хочу поработать. Я уже, кстати, между прочим, я уже поработал немножко. Пока вы Чуть-чуть. учились. Да. Я бы хотела тебе сказать, что он тесты по английскому написал на 10, вообще 10 из 10. А 12 не было? Можно я поправляю твоими руками? У него там было, сейчас я скажу, 6 разных юнитов, то есть не 6 тестов, а 6 как бы страниц с тестами. И он- Да, что ты говоришь, прости? Нет. Я увидел Всё, борщ послушай. просто, я Всё, увидел борщ. Попускай меня, я разогрею сейчас. Ты Ты меня тоже пускай. Ты управляешь маму, куда тебя пустить? Туда. Туда. А, ты играться хочешь, да? Да. Сначала поесть, потом будешь Только играться. немного. Слушайте, я сегодня выпил самый не очень прикольный кофе от нашей кофемашины. Я хотел бы все-таки нормальный кофе сегодня выпить. Это возможно, любимая моя? Ну, мы сейчас поедим, а потом поэкспериментируем, попробуем еще разочек. А Что вдруг ты получится? делаешь? Готовлю суп. Рецепт. Как готовить суп? Значит, Варю так. суп. Берешь машину, ключ, деньги, нет, еще навигатор, да, выстраиваешь путь в магазин и покупаешь готовую еду. Это гениально! Наклейки. Мона Лиза. Так, кот пошел гулять на улицу, да, Шуруп? Давай, я тебя выпущу. Пойдем. Пойдем. Молодец. Котик, молодец. Давай, то открыто, давай. А ты куда пошел? Ты холодно, холодно на улице, да? Илюш, ты чего? Чё, странный тип. Сбежал. Так, я коту свет включу, а то он, когда вернется домой, мы его не видим. Все, там на улице какой-то минус дикий 0. Минус дикий 0. Да. Ну, в принципе, да. Таня пол помыла только что, да, и уже можно, да. Ну да. Скажи, пожалуйста, жена моя любимая. Да не, я не про тебя, ты там валяйся. Почему здесь лежит моя кофточка? Мне было холодно. Тебе? Я ее надела. Потом меня позвали наверх. Мне стало жарко. Я ее сняла. А потом она придет ко мне и скажет, почему ты вещи разбрасываешь по всему дому? Ты знаешь, вот, как бы там ни было, Это я ловко, да. никогда не прикладываю свою ответственность на других людей. Я согласен, что это все ложь и провокация, да, сейчас происходящее. На самом деле ты у меня самая лучшая, самая добрая, самая нежная, самая ласковая, самая любимая жена. Вот. Причем самая любимая жена, я все время ржу, когда я сам кажется, ржу. здесь есть какой-то когда говорю, подвох. подожди. Подвох заключается в том, что я смеюсь всегда от таких слов «самая любимая жена». Как будто бы есть с чем выбирать. Что это такое? Ну, как в этом фильме, да? Господин назначил меня Господин любимой назначена женой. любимая жена. Любимая жена. Диков, меня просто, извините, меня просто обстоятельства тянут меня вниз вот эти вот. Терпи меня. Привет. Терпите. Так, салат с креветкой. Ладно, грузик мой любимый. Пойдем еще какую-то игру придумаем на компьютере, запрограммируем. Мені здається, що він трошки сьогодні вже Да, все. по-моему, он хочет релакса, да? Ладно. Я хочу пограти. Хорошо. Ладно, Я окей. хочу пограти. Зробіть щось. Ні, я хочу почитати. Я тоже хочу пограти, но я хочу... Я хочу почитати. Что? Ладно, хорошо. Илюшка, у тебя... То есть все, у Люхи сегодня выходной, да? Свободный день, да, уже? Ну, уже все, да. Тогда я иду играть. Сейчас поешь тогда и идешь пилься, хорошо? Уже можно ему пальмочку завязать, смотри. Можно завязать многоантенную Wi-Fi уловку. Wi-Fi антенна, многоантенная Ну, Wi-Fi клево. антенна. Все, у ребенка есть теперь И пальма. украсить. Слушай, давай мы его украсим к Новому году Это наша вместо новогодняя елки. елка. Илюха, у нас будет новогодняя елка. Гирлянды сюда повесим. Хорошо, Wi-Fi антенна. Все, у ребенка выросли волосы. У жены выросли волосы. Только у меня они не выросли. Ну что ты стрижешься, а мы нет.
Там, слушай, я уже перегрела твой борщ. Обычно происходит как? Я люблю очень горячую пищу. Димка любит еле теплую. И я часто грею ему как себе. Ну, потому что, Дим, я тебе объясню. Потому что от большой любви. Потому что ты, я готова сделать все как для себя, для тебя. Я понимаю, Поэтому давай я тебе грею его, а он потом, знаете что? Он потом плюется. Опять невозможно есть. Люби меня меньше, пожалуйста. Нагрела тут вообще есть Перегрела невозможно. опять. У меня тут обстоятельства внизу какие-то. Я не могу ничего с ними сделать. Я могу перешагнуть. Такие прикольные цвета, оранжевый, ярко-оранжевый, ярко-синий. Вы все такие серые, а внизу такие прям цветные. Смешно. И в голове тоже такие же. В голове такие же, а вот там вообще Да. такая же. Я хочу оливье, можно? И супчик. Сейчас, подожди, Слушайте, секундочку. какой же Дай вкусный мне, обед. подожди. Это праздничный обед, на Секундочку. самом деле. Очень похож на обед от новогоднего. Знаешь, когда открываешь холодильник, а там ничего не трогай, это Новый год. Пойдем. Куда? Куда-то. Куда пойдем? Как мы с тобой ходить? Вот так ходить, да? 45 килограмм любимого веса. Сколько ты весишь, кстати, Илюха? Я не знаю, сколько он весит, но на самом деле он уже довольно тяжелый. Я пытаюсь дать поесть. Таня будет суп. Прекрасно. Сейчас будем покушаем большой компашкой. Груз наклонился. Я сегодня не поем. Илюха не дает Диме даже поесть. Я поставила уже. Я еле сел, я разогрела. специально сел, чтобы... Салат, хлеб. Мы ждем Танюшу и будем кушать. Физическое напряжение пропало. Это поющий мешок. Если он Кожаный. дойдет до критического состояния, то он взорвется. Пойдем. Люха, Мне сначала надо сесть, а потом ты выйдешь. Сади его, а потом ты. Смотрите, я вам даже стул отодвинула. Критическое состояние. Фух, починил. Приятного аппетита. Илюш, Никуда не чем быстрее поешь, тем быстрее поиграешь. Вот так надо. Понял? Да, и сразу ничего нет. Мотивация? И оно Всё, я наелся. не жуя. Вот чему можно поучиться у нашего кота, так это умению получать удовольствие вообще во всем, Дим. Ты понимаешь, да? Ну, согласен со мной? Вот надо уметь так относиться к жизни, как вот это вот животное. Пока может спать, спит, но не просто спит, оно балдеет. Да я тебя почешу. Можно я тебя почешу? Вот. Когда оно ест, оно балдеет. Когда оно гуляет или охотится, оно балдеет. А мы так не умеем. Мы вечно какие-то замороченные, чем-то занятые. Мы не ценим то, что у нас есть. Так же нельзя. У нас каждый миг, он единственный и неповторимый. Его нужно ценить и нужно кайфовать в этот момент. Я учусь этому уже много лет и вам советую. Мне кажется, ты немножко не права. Почему? Потому что ребенок, маленький ребенок, который рождается, он как раз ценит каждый миг, он наслаждается и кайфует. Так А он... человек, когда взрослеет, Так, а в чем я он не это права? не теряет. Поэтому посмотри на нашего ребенка. Он приходит, падает тебе на голову и кайфует. Сорян, а в чем я не права? Не права в том, что ты не должна учиться этому напряжению всей жизни, а должна вспоминать, как ты это делала в детстве. Димка, я говорю, что я учусь последние несколько лет этому, да. Потому что я напрочь забыла, если это и было в глубоком детстве, то это было настолько в глубоком детстве, что я даже не помню, как это было. А еще у меня сегодня день очищения организма от всяких токсинов и шлаков. По этому поводу я целый день испытываю какую-то слабость, вялость. И вот я уже собираюсь сбежать от вас. Муж, уходи из дома. Да. Нет, я собираюсь сбежать от вас в душ и пойти почитать. И, кстати, я пыталась только что купить новую электронную книгу на сайте Litres. Я там обычно покупаю книги, загружаю их в свой покетбук. И я не смогла. Он не хочет принимать мои банковские карты. Я ему, Димка, предлагала и гривневую, потом я ему евровую предлагала, потом я предлагала ему долларовую интернет-карту. А потом ты решила предложить ему мою А карту. потом решила взломать Димон PayPal, и у меня ничего не получилось. Короче, потому что Дима поменял пароль на PayPal. купи мне книжку, пожалуйста. Очень надо. Мне нечего читать. Проблема такая. Please. Когда-то женщины просили у мужей, типа, купи мне там сережки, шубы, босоножки, мне нечего надеть.
А это книги покупает. Ну, странная она у тебя, правда? Вообще. Ну, потому что я тебе объясню, потому что всякие Слушай, ты сережки-босоножки я Ага. покупаю себе сама. Я тебе А больше потом скажу, просто причем- прихожу и смотри, какие тапки. Да. Причем я это абсолютно не против, потому что эти книги электронные, которые ты покупаешь, они же не занимают места, они же лежат просто у тебя в книге, да и все. И я понимаю, что если бы ты просто все эту стены забила и полкой, я бы, наверное, ругался, как ни странно. Я бы сказал, лучше бы ты себе еще одну очередную пару сапожек купила, На кой а они не тебе? книгу. Вообще, ты странный человек, конечно, Потому а не что- книгу. Потому что как жену невозможно нормально любить. Она босоножки себе не покупает, покупает книги. Короче, Нет, хотя босоножки недавно купила. Тапки. купи мне книгу, пожалуйста. Я забыл пароль от PayPal. Вспомни и купи мне книгу, пожалуйста. И вообще, ты голодный, да? Ты голодный. Ты мне вчера Нет. говорил кислоту на голодный желудок. Я не голодный. Ай-яй-яй. ла-ла-ла. Ты не снимала, я тут спал. Ты снимала, как я спал? Нет. Черемуха. А так а что то снимать? Ты спишь и молчишь. Молча спишь. Если бы ты как-то, говорил что-то в это время или там бежал Так куда. вот почему люди храпят. Я тебя Они снимала. привлекают к себе внимание, пока спят. А так, сорян, спит себе и все. Клево. Если ты во сне храпишь, значит ты человек, которому не хватает внимания. Ты человек, которого хочется пристукнуть. А ты, кстати, знаешь, что ты тоже иногда чуть-чуть храпишь? Чуть-чуть. Ну, ты не храпишь в классическом понимании, но ты когда иногда ложишься, определенным образом, ты начинаешь храпеть. Мне не хватает внимания. В этот момент я просто знаю, что нужно тебя как бы типа того. Нет, Он нет. такой с кровати. Очень нежно. То есть я тебя чуть-чуть, как бы двигаю, и ты просто поворачиваешь голову или, меняешь положение и перестаешь. Муж, что вам? Что? Музыка, знаю. Грохнулся с кровати. О, и храпеть перестал. В общем, я просто почему вспомнила об этом. Сегодня была такая ситуация, под утро уже я спала. Ты повернулся и так прям, нет, секундочку, прям ко мне вот так, и прям так ногу. Я думаю, мне осталось спать меньше часа. Ты такой... Я храплю, это ужасно. Я не хочу с собой жить. Ты не храпишь так, как храпели наши с тобой псы когда-то. Не на весь дом, так Кошмар что стены дрожат. Ты так. Я аж косточку проглотил только что. Очень нежно, так бережно